Алоха! Он, мне кажется, откуда-то не оттуда. Всем привет! Это канал Не Местный. Это Аделина, это Константин. И сегодня мы начинаем фестиваль еды в Батуми. По условиям этого фестиваля участвуют 15 разных кафе и ресторанов. И они предлагают сет на двоих стоимостью 45 лари. Не переживайте, мы не на всем фестивале будем в этом маскарадном костюме. Это просто вот в таком заведении часто. Да, почему мы в таком классном, ярком виде необычно, вы узнаете из нашего выпуска, поэтому смотрите. Выпуск будет очень аппетитный, предупреждаем сразу. Берите сразу вкусняшки, наливайте себе чай и поехали! Мне не нравится. Я бы не стал это есть. Но если вы ранее такое не ели, вы приятно удивитесь. Вообще, смогут ли они бороться с другими классными заведениями, не знаю. Просто хочется попробовать все. Я только тесто чувствую. Очень много теста, а мяса в соотношении гораздо меньше. Это просто бесподобно. Я бы это ел, пока не лопнул. Для меня мясо жесткое. Вокруг этого строится весь сет. Вкуса нет, то есть мало вкуса. Мне не очень тоже понравилось. Ничего подобного я еще здесь в Батуми не видела, конечно. Теперь мне интересно, я тоже посмотрю вместе с вами до конца. Наше первое место на фестивале – это кафе «Зебра». Мы здесь уже были на прошлых фестивалях, нам все понравилось. Например, фестиваль супа. Кто еще не смотрел фестиваль супа в Батуми, вот здесь будет ссылочка. Или в описании. Сегодня мы пришли, чтобы снова нас удивили, потому что умеет удивлять это кафе. Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Здесь можно выбрать пасту с креветками, либо в томатном соусе. Мы выбрали шпинатный вообще соус, заправка точнее. Дальше у нас есть салат средиземноморский с моцареллой, заправка, в которой есть горчица, между прочим. Брускеты, вижу, брускеты с крем-чизом, такой, да, сыр. Печеные перцы на французском багете. Ну, маслины, оливки вот здесь тоже. Такой получается средиземноморский сет. Напитки не входят в стоимость, а стоимость сета, напомню, 45 лари на двоих. Я начал с пасты, которая со шпинатной заправкой. Тыкнул вилкой и попал сразу же, нет, не в глаз, а в креветку. Она такая классная вообще. То есть я попробовал уже ее. Мягкая, хорошо сваренная, хорошо проваренная. Ну, не знаю, креветка очень классная и вкус есть. Также мы здесь видим паста. Хорошо сваренная, не поломанная. Да, многие не любят поломанную пасту. В целом все это выглядит очень аппетитно. Ну, я уже попробовал, это очень все вкусно. Аль денте. Паста так хорошо приготовлена. Более того, шпинатный соус. Ну, я, например, очень люблю шпинат. И для меня этот соус вообще идеальный, 100 из 10. Но даже если вы не любите шпинат, обязательно попробуйте эту пасту, потому что он здесь не ярко выражен, он здесь как такая необычная нота. Я уверена, если вы ранее такое не ели, вы приятно удивитесь. Но креветки вообще это идеально. Рыба, вообще морепродукты идеально сочетаются со шпинатом. Здесь нет прям яркого такого буйства вкуса, да, как если бы мы ели, не знаю, какую-нибудь карбонару, где бекон прям дает такой яркий вкус. Нет. Здесь очень тонко, очень нежно, ты ешь, и тебе приятно вот это вот чувствовать отдельный вкус креветки, вкус шпината, отдельно спагетти, обалденно. Еще в рамках сета здесь вот такой вот салат. По счастью или несчастью Константина, этот салат достается мне, потому что здесь горчичная заправка, но очень много овощей. Следующее, что мы уже попробовали, это брускеты, крем-чиз и перчик болгарский. Ну, то есть, может быть, перец максимально вкусный? Вот когда он такой бывает? Вот здесь он максимально вкусный. Здесь Перец чили? Нет, это болгарский перец, я думаю. Просто нежный крем-чиз и обалденно вкусный перец. Ну и багет, конечно, свежайший, хрустящий багет. Я ем все вместе. Очень вкусно. Мне прям понравилось. Ну, зебра, она всегда... У нее какие-то такие изысканные блюда. В зебре можно попробовать то, что, например, не готовят, нет в меню там в каждом ресторане, да, например. И это классно. Либо какие-то классические вещи они готовят немножко иначе, и вот этим мне это заведение как раз-таки нравится.
И мы закончили обедать в Зебре. Сет очень вкусный, но очень сытный. Но мы насытились, съев, наверное, половину, да? Не, ну Ну, больше чуть половины больше, да. съели, да. На самом деле, я салат не стал есть, потому что я не ем с горчицей. Надо было раньше сказать, чтобы не клали соус горчичный. А вообще, такой сбалансированный обед средиземноморский, очень крутой. Спасибо Зебре за изысканные вот такие вот обеды. То есть, да, сбалансированные белки, углеводы – это паста, и жиры – это вот брускетта с сыром, сырным. И вот этим вот. клетчатка, целая тарелка Клетчатка. салата. Да, то есть это еще и полезно получается. Мы рады, что первое заведение оказалось таким, прям хорошим, таким бодрящим, и оптимизм, что следующее будет также хорошим, классным. Идем дальше. А сегодня мы пришли в Маэстро Пицца. Посмотрим, какой сет у них, очень интересно. Да, мы здесь первый раз, и как будто бы название Маэстро Пицца, то, что пицца, это там должна быть пицца. Как они могут вообще, как они смогут удивить, каким сетом, и вообще смогут ли они бороться с другими классными заведениями, не знаю. Ну давайте заходим. Какой яркий сет. Если честно, я впервые не знаю, с чего начать. Просто хочется попробовать все. И все-таки придется выбирать. И я смотрю на эту картошечку, которая так аппетитно выглядит. Посмотрите, какая она большая. Я бы добавил, что нам советовали, рекомендовали попробовать эту картошку с необычным сочетанием специй. Но я вижу, да, вы тоже видите, сколько там всего необычного. Обычная картошка. Да, обычная. Что мы здесь видим? Видим богатое меню. Первое — это у нас салат вот греческий, да, это греческий с фирменным соусом. Дальше брускетта с намазкой ницца. Здесь плохо видно, но поверьте, намазкой ницца и ветчиной. А вторая брускетта с грибами и соусом 5 сыров. Маринованный шашлычок, ну это курица, куриный шашлык. Картофель Мексика по-мексикански. С соусом 1000 островов, вот он как раз, который Аделе не понравился. Пиццы, 2 пиццы, половинки на зеленом тесте. Классическая маргарита и прошутто с песто, вялеными томатами, руккола. Очень хочется попробовать остальное, кроме картошки. Это куриный шашлык, промаринованный. Я думаю, они постарались сделать, потому что на самом деле блюдо Сочно. простое, но должны как-то сделать так, чтобы понравилось, да, людям? Хорошая курица, она еще прям такая горячая. Это редкость, когда блогеры снимают и едят горячее. Здесь прям классно. Вот здесь даже есть лучок, но он опциональный. Аделина не будет, а я вот этот весь лук сейчас весь съем. Я, пожалуй, начну с греческого салата. Я вообще люблю греческий салат, это один из моих любимых. Ну, что здесь? Стандартно все. Все свежее. Я начну пробовать сейчас брускетту. Там всего их 2. И вот это вот брускетта с намазкой ницца и ветчиной. Такая толстенькая ветчина. Ну, сверху сыр. Да, пармезан. Это фиаско. Это все вывалилось, короче, на пиццу, поэтому здесь все гармонично. Сам багет такой хрустящий, на самом деле суховатый. Я бы запил чем-нибудь. Такая сочная ветчина. Вкус хороший у нее. А у меня нет такой страхующей тарелки, как у Константина, поэтому мне свой багет, который из грибов, с сыром, соус 5 сыров, еще сверху здесь сыр, придется есть максимально аккуратно. Угу. Грибы чувствуются? Я чувствую грибы. Какие они сочные, какой у них яркий вкус. Они не пережаренные, хороший вкус грибов, который действительно хочется есть. Как хорошо, что Константин взял другую брускетту. Ну, в смысле взял, мы сейчас поменяемся. Брускеттами. Тем тарелками ты свою брускетту раскидал в тарелку. Ну, значит, пришло время есть пиццу. Аделина уже вовсю пробует пиццу на зеленом тесте. Пока ем только рукколу, а хочу саму пиццу. Ну, прошутто я вижу, как будто бы она такая хороша. Пицца необычная за счет своего зеленого окраса. Это шпинат. Добавляют для того, чтобы был такой приятный цвет.
Тесто, как я люблю, очень сухое, очень тонкое. Но единственное, чего я не понимаю, вот здесь очень сыро. Какой-то соус вот это вот. Вот видите? Наверное, сыр. В общем, это очень мокро. В самом конце нашей трапезы я уж хотел уходить. Аделина мне сказала, попробуй на тесте вот с соусом песто. Это вторая половинка пиццы. Первая маргарита, ну такая довольно обычная, ну как обычная пицца. А вот здесь, вот смотрите, как она выглядит. Такой фарш травяной там. Я не знал, что это такое. Пробовал, ну очень приятно. Ну вот это вот понятно, что мясо, это вкусно, да. Но вот это вот смесь для меня, я впервые такое ем. Вы знаете, это очень хорошо. Мне прям зашло. Ну, вот это вот я с удовольствием сейчас съем. Нежный такой, в меру соленый вкус. Приятно есть, приятно. Даже оно уже остыло немножко, но приятно есть. Мы уже вышли из Маэстро Пиццы. Идем дальше, в следующее заведение. Как твои впечатления? Все так подготовились к этому фестивалю, вот заведение, где мы были. А внешний вид блюд, вы видели, да, как это ярко, красочно, сочно. Очень много блюд, и за счет этого иногда сложно произвести оценку, потому что, например, мне очень понравились брускеты, мне салат греческий, потрясающий, свежайшие овощи. Вы можете сказать, да овощи, ну что такого в овощах, купи свежие и нарежь их. Нет, не всегда даже свежие овощи бывают вот настолько имеют яркий вкус. Иногда овощ, например, огурец тоже самый пустой. Пицца, зеленое тесто со шпинатом, просто one love. Мне так понравилось. Я теперь хочу попробовать еще какую-нибудь пиццу именно на таком тесте, но другой вкус. Что касаемо пиццы Маргарита, я ее не очень люблю, поэтому я съела одну, ну так без особого какого-то энтузиазма. И классно, что с этой, вот опять-таки повторю, там много-много разных блюд. Что-то может не зайти, но что-то наверняка понравится. То есть есть вещи, которые прям очень понравились. Например, вот про картофель Аделина говорит, что как-то не очень. А я скажу, что он классно приготовлен, есть специи, но кто любит картофель, тем очень понравится. И мы лично вот просто не едим картофель, наверное, ну как бы что-то не знаю. А вот кто любит картофель, он прям откусит, скажет, о, это вкуснятина. Про пиццу вот мне понравилось с соусом песто. Прям для меня это открытие. И класс, и мне очень понравилось. Так что я бы еще такое взял. А Маргарита мне не понравилась, но она бывает вкуснее в некоторых заведениях. Идем в следующее место. Еще не закончился фестиваль. Смотрите обязательно до конца. И в конце будет что-нибудь будет. Или нет, что-нибудь. Теперь мне интересно, я тоже посмотрю вместе с вами до конца. Все, идем в следующее место. Вы только поглядите. Открытый шатер Данка. Ресторан, в котором мы уже были на прошлом фестивале бургеров. Нам безумно понравился бургер с креветочной котлетой. Кто еще не видел этого фестиваля, на экране сейчас появится. Ну или на нашем канале есть видео. Так что заходим, посмотрим, чем сегодня удивит. Внутри помещения ничего, как мы видим, не изменилось. Также уютно. Небольшое помещение, небольшая территория. Вот раз столик, второй столик, третий, четвертый. Ну, мы рассказывали уже про это заведение. Здесь такая вот обогреватель стоит, пушка. Но сейчас уже потеплело, поэтому, я думаю, не пригодится. И вот на улице шатер, и там тоже много столиков. Тем временем нам очень быстро, между прочим, принесли сет, состоящий из чикмерули из курицы. Вот как раз она. Это курица в сливочно-чесночном соусе со специями грузинскими. Вот потом еще здесь салат, он называется грузинский. Он с грецким орехом. И тут я еще вижу перчик такой интересный. Фаршированный перец и баклажан. Тоже фаршированный свежий сыр сулугуни и шоти, лепешка шоти. Такой чисто грузинский сет, да? Традиционный грузинский сет. Мы прямо накинулись на еду, потому что сегодня почему-то голодные. И Аделина уже кромсает курицу, чикмерели. Вот этот соус, да, несмотря на то, что в нем есть кинза, которую я почему-то не могу в последнее время есть, но это такой вкуснейший соус. Мне кажется, это создано вообще для курицы. Ну, что сказать, это грузинское национальное блюдо. Разве может быть по-другому? Как раскрывает теплый соус курицу, мне очень А понравилось. если еще с шоти, еще вкуснее будет. Еще послушайте, какая... Она прям хрустящая, она горячая, ее подогрели. Это просто бесподобно. Мне очень хочется попробовать вот эти вот рулетики. Рулетики, да, это у нас фаршированные. Еще есть баклажанчик, вот я его уже
Взял, сейчас буду пробовать тоже. Хорошо сделано, так очень аккуратненько. Здесь орехи. Это прям Грузия. Это вкус специй Грузии. Это прям то самое грузинское блюдо. Здесь, конечно, да, король блюда даже не курица, а соус сам. Тепленькое. Чеснок на себя не отбирает вкус. Да. Тут сливочным. Я бы это ел, пока не лопнул. Еще традиционный сыр сулугуни. Дарина уже пробует сыр. Хороший соленый сыр сулугуни. Свежайший. Данка, вы зашли прям с коронного, мне кажется. Вы зашли с тем, с чем невозможно проиграть и невозможно оставить человека голодным. Это беспроигрышный вариант вообще. Но главное еще, как это готовят. Повар, конечно, спасибо повару, да. Ну, вкусно. Причем это тот случай, когда еда оказывается вкуснее, чем на картинке. Смотрите, Аделина, до чего догадалась. Макать в шоте сливочный чесночный соус. Это просто фантастическое сочетание. Не оставлять же соус. Соус на самом деле прекрасный. И сыр. Обалденный. Не люблю говорить с набитым ртом. Так уж выходит. Ну, говори. Что ты скажешь об этом сете? Я скажу, что мы наелись, но нет ощущения тяжести. Этот сет просто идеально для нас двоих. Ну, как мне показалось. Даже чуть-чуть осталось, мы чуть-чуть совсем не доели. И понял, что если нам было как раз весь этот сет, то некоторым покажется мало. Поэтому для кого-то это будет маленький сет, но в целом... Доедят как раз вот, доедят полностью салат. На самом деле никакой не мало. Просто отличная, вкуснейшая грузинская кухня. А вот что для меня важно, это не жирно, это белки. Сливочный чесночный соус, он прям Он нежнейший, он не жирный. Вот в том-то и дело, он не жирный. Порекомендовал бы Данка этот соус отдельно продавать. В него можно макать лепешку шоти, как Аделина додумалась. Я тоже потом всю лепешку мы практически съели, только из-за того, что это очень вкусно с соусом. В том числе соусом, да. Место новое, и поэтому еще мало кому известное, но мы рекомендуем всем прийти хотя бы один раз, чтобы для себя уяснить и понять, что такое, какая у них вкусная кухня. Что ж, у нас еще впереди место. Одно заведение. Да. Какое оно, вы узнаете через секунду. Как думаете, где мы сейчас? Кто уже смотрел наш выпуск про супы, фестиваль супов, узнал, что это ресторан Тифлис. Нам уже принесли сет, Аделина сидит с вилкой наготове. Я в ожидании. Этот жареный сыр с сулугуни, мне кажется, только ради него я сюда и шла. Сулугуни, да, Так большие не хочется его кусочки. попробовать. Что здесь еще? Маленькие такие. Это маленькие хинкали. Вот смотрите, моя рука, это вот они настолько маленькие, что как меньше пельмешки, да, пельмешек. Вот они. А, ты прям с хвостиком? Ну, хвостики маленькие, да. Похоже на хинкали классические. Да. С кинзой? Еще здесь такие тарталетки. Это хали шпинат и орехов. Это хали из свеклы и орехов. Баклажаны с орехами. Соус, жареный сыр сулугуни, маринованный лук, ну и зеленый лук, долма в листьях. И Лобио. царь просто, да, этого сета лобио. А мы уже попробовали сыр сулугуни, поджаристый, хрустящий снаружи и тянучий, очень нежный сулугуни внутри. Вкус просто потрясающий. Давайте попробуем лобио. Горячее, прям все такое с пылу с жару. Кинза. Ну, лобио хорош. Я попробую, пожалуй, мини-хинкали. Да, их скажете, руками надо есть, но я вот хочу вилкой есть. А что здесь есть? Раз. Аделина здесь почувствовала много специй. Я только тесто чувствую. Очень много теста, а мяса в соотношении гораздо меньше. Если брать хинкали классические, там тесто такое же по толщине, но его в соотношении гораздо меньше, чем мясо. Там чувствуется, там бульон есть, тут бульона вообще никакого нет. Мне не очень нравится, а вот Аделине почему-то понравилось, да? На вкус и цвет. Я прям ощущаю столько внутри прям вкуса, приправ. Мясо ощущаю. Я бы здесь попробовала большие хинкали. Мне кажется, они здесь тоже прям такие мощные. А я пока пробую сулугуни. Да, нежный сыр, но панировка, она очень грубая. Она вот, по-моему, если бы была бы она чуть-чуть понежнее. Сыр хороший, сыр тянется, да. Смотрите, какая толстая панировка.
Ну, по-моему, вкуса нет. Ну, то есть мало вкуса. Мне не очень тоже понравилось. Но я попробовал уже фасоль. Лобио. Лобио здесь душистый, конечно. Что не говорить? Фасоль прям приготовлена классно. Тут в меру специй. Даже на них много. Но это все хорошо. В лобио они должны быть такие прям в соусе. Что-то там еще. Лучок чуть-чуть есть. Прям очень круто. А я тем временем перехожу уже лобио. к долме. Долма, да, долму есть. Это мясо в листе виноградном. Попробуй без соуса сначала. Чего? Очень сухая. Сухая? Очень сухая. Что ты не съел ее? То есть вообще невозможно есть? Я не могу. Пробую долму в листьях виноградных. Жесткие, грубые листья. Как будто очень много листьев. Прям листьев очень много. Сухая, да. Но сам вкус долмы мне не нравится. Он какой-то кисловатый какой-то. То ли переборщили с листьями. Я не знаю, что это. То ли фарш какой-то некачественный. Не знаю. Мне не нравится. Я бы не стал это есть. В итоге у меня только остается фасоль. Еще хали и сулугуни. И хинкальки можно поесть. Ну что, вот так у нас получилось. Доесть, не доесть, вернее, сет. Нет такого блюда, которое бы мы съели полностью, потому что, что-то не так пошло. И, не знаю, вот лично мне понравилась только фасоль на лобио. Оно было такое вот прям по-грузински, такое со специями, все хорошо. Остальное все, как-то, не знаю, как-то... Просто не на наш вкус. Неоднозначные впечатления. Что-то, что нам понравилось, мы поели с удовольствием, но было и то, что не зашло совсем. Долма, например, мне кажется, такой не должна быть. Мы где-то уже ели раньше, но она была вкусной, а здесь грубой, сухой и какой-то кислой. Поэтому мы идем дальше. Следующее место. Что это за удивительное место? Мы находимся Акапулько Батуми. Это бар, который позиционирует себя как мексиканский. Здесь можно заказать выпить что-то. Но в целом это вот бар. Я не знаю, какой сет принесут. Говорят, это мясной сет будет. Посмотрим, это интересно. Говяжьи ребра я никогда, наверное, не ел в своей жизни. Свиные ел, говяжьи нет. Так что вот ждем. Нам уже принесли свечки, но их есть нельзя, я пробовал. И это необычно, ничего подобного. Здесь прохладненько. Да, здесь прохладно, потому что здесь выход на террасу, но ничего подобного я еще здесь в Батуми не видела, конечно. Очень так камерно и аутентично. Посмотрим, какой будет сет, ведь мы здесь именно за этим. А вот тот самый мексиканский, яркий, сочный, наверное, мы надеемся, сет. Здесь у нас ребрышки гриль, это говяжьи ребрышки, куриные крылышки, овощи гриль, еще куриные кольца есть и 3 соуса: тартар, сальса и вот какой-то очень-очень острый. Отдельно мы заказали чай, он не входит в сет, это мы взяли уже отдельно. Напоминаем, вот такой вот сет на двоих стоит 45 лари. Начинаем мы с курочки, и у нее классная такая хрустящая панировка. Макаем курочку в соус и пробуем. Горячо. Это хорошо. Да, сочная, классная панировка. В принципе, в меру. Но надо понимать, еда очень жирная. Но вкусно. А теперь давайте попробуем картофель. Макнем его в другой соус. Этот картофель хорош. Вот он мне действительно понравился. Обычный картофель, но, казалось бы, от него ничего не ждешь, но он очень вкусно сделан. Мне нравится. Я вот сейчас съем колечки. Они не были заявлены в сете, но их сделали вот так в последний момент. Решили добавить. Если бы не сказали, из чего они, я бы так и не понял. Похоже на луковые кольца, но на самом деле это из куриного фарша. Такая панировка довольно-таки нежная. Да, курица чувствуется. Такое хорошее дополнение к общему сету. Неплохо. Я уже глаз положил на огромный этот кусок мяса. Смотрите, огромного. Под соусом барбекю. Сейчас будем пробовать.
Вообще гвоздь программы сегодня, это вот, как мы вам уже показывали, ребра, да, говяжьи ребра. И, соответственно, вокруг уже вот этого вот всего складывается весь основной сет. Но, если говорить откровенно, для меня мясо жесткое. Может быть, потому что это говядина, свинина выглядит иначе. Нифига подобного. Вокруг вот этого, это комплимент от заведения. Оно входит в сет. Вокруг этого строится весь сет. Что это такое? Напишите в комментарии, если вы знаете, что это такое. Вот сейчас я попробую курицу. Очень похоже, как на курицу крылышки из KFC. Такая сочная, как это сделали? Ну, скорее всего, много масла, что ли. Очень сочная, вся блестит прям. Обычно сухенькие крылышки. Здесь какая-то вот сок есть, я не знаю, это может быть масло. Константин уже допивает имбирный чай. Сет тоже съеден на 80%. Да. Это значит только одно. Мы идем в следующее место. Ну, не на 80%, на 70%. Ну, на 70, да. Потому что сет получился хороший. Одно с другим сочетается, но мы заказали имбирный чай, выпили его, согрелись и готовы идти в следующее заведение. Я думаю, уже пора. Следующее заведение, да, переносимся туда, телепортируемся. Ну что, мы опять в Сахле, наше следующее заведение. Здесь необычный фестивальный сет. Я думаю, что он один из самых крутых на этом фестивале. Посмотрим, что нам принесут. Покажу вам. Очень классная подача будет. Ну вы все это видели? Как вам такое? Прям очень аппетитно. Вот это мы заказали 2 сета на троих с Дмитрием. Помимо свинины, также салат из овощей гриль. Вот такой вот секретный соус. Никто его не рассказывает, что это такое. Жареный шоти, маринованные грибочки. И вот такой вот бульон, которым поливают мясо, чтобы оно было еще сочнее. Вот этим бульончиком, да, поливали мясо. Сейчас я тоже. Я не знаю, вот честно, даже как передать вам вот этот вкус. Сочная, тающая просто во рту свинина. Вкус очень яркий, помимо того, что это вкус такого вот огня, костра, есть еще яркий вкус маринада. И вот этот маринад придает мясу пикантный вкус. Я вот такого никогда не пробовала. Посмотрите, ну как это называется? Почему вот этот человек не доел ничего, взял сладкое? Что вы хотите от меня? Я хочу Наполеон, собственно. Ты жулик? Потому что только жулики берут к сету еще Нет, Наполеон. просто мне не хватило места для мяса, но вполне себе есть для Наполеона. Ну это же логично, напишите в комментариях. Мне кажется, все очевидно вообще. Почему такие вопросы? Такой еще красивый, ну посмотрите, какой он. Слоеные, но очень нежный. Так, почему мы говорим про Наполеон, когда у нас на повестке дня его величество сет? Ну, слово дали жулику на пару минут, и все. Хорошо. Теперь переключаемся снова на сет. Мы уже не можем доесть. Вот, не можем уже. Вот у нас 2 сета заказывали. Те сеты, которые мы не доедаем, мы часто берем с собой, чтобы дома еще насладиться, если они вкусные. Но здесь очень вкусный сет. Столько мяса я нигде еще ни в каком заведении, ни в каком не видел. А Это повара самое из Сахи мясное. заберем с собой? Мешок с собой. А тебя оставим здесь, да? Ничего себе, рокировочка такая произошла. А я приготовлю. Это я могу. Вы видите пустой стол. Мы завернули с собой мясо, которое съедим, наверное, скорее всего, уже завтра, да? Будем есть 2 дня. Сет, который на 2. И надо было съесть прямо здесь. Действительно очень сытно, очень вкусно. Я не знаю, прям такой белковый настоящий сет. И на этой сытной, вкусной ноте заканчивается фестиваль еды. Буквально заканчивается фестиваль. Но мы ждем следующий, наверняка он будет, потому что выпуски про еду, конечно, всегда заходят, и они нравятся. И нам самим интересно открывать новые места здесь, в Батуми. В этом выпуске, конечно, не все заведения были. Мы не сможем все заведения вместить в один выпуск, поэтому кто себя не увидел из заведений, уж извините, мы к вам придем в следующий раз, сделаем. Нам очень хочется обойти всех вообще заведений в Батуми,
Очень много было таких достойных сетов, вкусных, разнообразных, полезных. Так что всем спасибо, очень нам все понравилось. Практически не было какого-то плохого опыта. В основном все было хорошо. Да, если вы хотите в режиме реального времени видеть, где мы находимся, куда мы ходим, то обязательно подписывайтесь на наши социальные сети. Вот здесь все они будут. Но, в общем, мы снимаем еще и короткие ролики в наши соцсети, которые такие интерактивные, классные, наполненные. Стараемся делать их интересными. Многим нравится, многие подписываются. Вы тоже подписывайтесь, там очень интересно. Ну, в общем, ставьте лайк и смотрите наши другие выпуски с фестивалей. Пока.